Мы живем в России. Герб России — золотой двуглавый орел, могучий и гордый. На его груди Георгий Победоносец. Он поражает серебряным копьем злого дракона. Флаг России трехцветный: белый цвет мира и чистоты, синее небо и надежды, а красный — славы и отваги. Столица нашей Родины — город Москва. Наша страна раскинулась сразу в Европе и в Азии. Эти части света разделяют древние Уральские горы. И как раз в южной части Уральских гор живут башкиры. Край этот необычайно богат птицами, речной рыбой и зверями. Не случайно на гербе Уфы, это столица Башкирии, изображена куница. Но давным-давно здесь жили и другие удивительные звери. На стенах горной пещеры Шульганташ древние люди нарисовали мамонтов и даже носорогов. Башкиры — замечательные наездники, опытные животноводы, особенно искусные пчеловоды. Башкирский мед самый вкусный в мире. Наверное, там самые правильные пчелы. Еще эти места славятся драгоценными камнями-самоцветами, особенно яшмой. И, конечно же, здесь помнят и рассказывают замечательные народные сказки. Каждый из них как прекрасный самоцвет. Однажды ненастной ночью, когда хороший хозяин собаку из дому не выгонит. Ой! Эй, кто тут? Ой! Ну и погода. Одно слово. Дождище! Да, это еще что? Вот придет зима, совсем пропадем. А давай держаться друг друга. Вот мы с Зайцем 200 лет Не вместе. разлей воды! А втроем это... И зимовать легче. Да, зима. Хорошо бы дом построить. Дом бы построить хорошо. Только мы... Не умеем. Вот так и познакомились. А, это так он не кончится и до первых петухов. Ух ты! Ой, Ой, где это я? известно где, в лесу. Ты как Сюда это... попал. Я путешествую, держу путь на юг. Категорически надоело жить у хозяина. Он, видите ли, затеял варить петушиный суп. Ну, а я от этого петушиного супа, ой, икаю. А что, оставайся с нами зимовать. А может, знаешь, как... Дом построить. Дом легче легкого. Это просто как яйцо. И стали они вместе жить, к зиме готовиться. Медведь пасеку завел, ульи с пчелами, чтобы зимой чай с медом пить. Волк на реке рыбу ловит, вялит и сушит. Ой, тащи, клюет! Ой, мама! А петух огород стережет. А что, товарищи, неплохо бы нам корову купить? Да, корова — это хорошо. Молоко, Масло. Идея из молока, товарищи. Сделаем масло. Вот и будет чем полакомиться зимой. ну да. И решили они корову купить. Ну, ты, заяц, давай, не скучай. А заяц пока на хозяйстве остался. Кукареку! Вот, подавился. Ух ты! Продали они урожай меда, да еще пчел 28 штук, и купили корову. Каждое утро волк и заяц отправлялись эту корову пасти.
молока готовили сливки и взбивали масло. Не-не-не-не-не-не-не. Это масло, товарищи, хранить лучше всего на чердаке. Никто не должен трогать. Никто. Зимой мы будем брать его помаленьку и жарить на нем картошечку. А хоть попробовать. Можно? Как зима придет, тогда и попробуем. А до тех пор ни и не просите. Да, ну конечно, порядок нужен. К концу осени этого масла был уже целый батман. Здравствуйте, любезный, вечер добрый. Ты куда это? Путь держишь, а? Я лиса-сирота, осталась на свете одна денешенька. Некуда мне, бедно, идти, все, что у меня есть, кумга, да и тот пустой да дырявый. Пустите, пожалуйста, меня к себе жить. Да, одному жить плохо. Это точно. Вот мы с Зайцем 200 лет Не вместе. разлей вода. Ну что же, живи с нами. Известное дело, товарищи. Коллектив — великая сила. И стала лиса вместе с ними жить. Вела себя очень покладисто и приветливо. Всем старалась угодить. Идет серенький волчок и ухватит за бочок. Чуть что сразу волчок. Да, снег. О, может уже... Достать с чердака наше масло. Торопиться определенно не следует. Еще не зима, еще рано. Ну, а завтра можно? Вот завтра придет, завтра и посмотрим. Так лиса прознала про масло. Масло. Будет вам масло. Эй, лиса-сирота, дома? Дома. Она Сейчас это... вернется. Скажите ей, чтобы шла к барсукам на именины придумывать имя детенышу. Обязательно скажем, все непременно. Лисонька, приходили тут, приглашали тебя придумать имя барсучонку. Что ж, тогда надо идти. Будут вам именины, будет вам масло. Нашла лиса большое сухое дупло, да и спрятала там масло. Ну, чем тебя там... Почивали. Жареной рыбой, пирогами с начинкой и топленым маслом. А имя это барсучонку? Какое дала? Башбала. На другой день лиса опять заявила. Меня снова пригласили на именины. Ну, на этот раз какое имя дала? Куртанцы. И на третий день лиса унесла остатки масла. Ну, а сегодня как назвала? Кинзя. Наконец наступила настоящая зима. А может, это уже пора полакомиться нашим маслом, а? Давно это... Пора! Вот теперь самое время. Эй, лиса, иди достань с чердака масло. Кто? Я? Стала лиса хитрить да изворачиваться. Ох, в жизни так высоко не залезала. Ой, ох, трудно же, не могу я туда забраться. Ноги не держат, не упасть бы. Ой, нет тут никакого масла. Где наше масло? Товарищи, где масло? Это какой-то Как мне это какой-то жаль парадокс. ваше масло. Как я Я не понимаю, его... что это такое? Это масло... Любил! Надо немедленно найти вора и наказать. Да, найти и наказать непременно. Да, найти. А как? А давайте разведем большой костер и устроимся вокруг. У того, кто съел наше масло, оно само от тепла на животе выступит. Выступит на животе? Просто как яйцо. Проснитесь! Проснитесь! Ой. Товарищи! Что? Так это что? Смотрите! Выходит, ты масло это... Смотрите, вот кто
кто съел наше масло. А как же это, а? Беда! Караул! Не ел я вашего масла! Как не ел? А это что? Вот оно, наше маслице. Да не ел я масла! Верьте мне, братцы! Что-то здесь не так. Ага, надо бы еще раз. Проверь. Не надо ничего проверять. Без того все понятно. Не надо ничего проверять. Проверять нужно все и всегда, все непременно. Попрошу всех к костру. Ну не ел я вашего масла. Да как же, вроде не ел. Ну, я же говорила. Вот кто съел наше масло. Завтра же утром убирайся вон косолапый с нашего двора. Нам здесь воры не нужны. За что не ел я? Чужой я среди своих. Пошли. Значит так. Ах ты, да я Все непременно. Здорово это слушай. Проваливай с нашего двора. Давай. Пошел отсюда. Ишь, повадился масло наше воровать. Ишь ты. Пойду-ка я снег убирать. Пойдем и мы. Дрова рубить. Где же? Ну где же? Ведь здесь же было мое масло. Ой! Так была наказана лиса, хитрая и жадная. Поганка! Новый консол загадила! Слабон! О! Вот глупая! Я-то ж заяц!
Ай да Роска, ай да молодец! Таку щуку поймала. На 3 бочки засола. Роска, поехали! Городских рыбкой гостей. Кто здесь? О, ай да Роска! Ай да молодец! Таких волков поймал! Хороша шуба к зиме выйдет.
молодец, а? Такого ворюгу поймал. Лет на 5 потянет. Да нет, карета! Серьезно взят. И печка внутри. О, ты смотри там. О, ишь ты! Хочу! Хочу! О, хочу! Ну-ка, стой! Вот! Ага! Хочу! О, хочу! Так! Ага! Хочу! Хочу! Какая шуба! Какая шуба! Как раз по мне шуба! Снимай давай! Давай снимай, тебе говорят! Ай да Роска, ай да молодец! Такого жадного господина домой прогнала. Долго он тепереча чужую шубу помнить-то будет. Жили, значит, у одного мужичка баран и этот, забыл. О, Господи, этот козел. Чтоб тебе! Вот как-то понаехали к хозяину гости. Фу, наконец!
И решил он зарезать барана. Он-то повкусней будет, чем козел. Баран! Баран! Да зарежут тебя! Бежим в лес! А сено? Да там полно сена. Ну, давай бежать. Куда? Ой, нема. Вот, значит, сговорились они, ну и пошли. Тьфу! Идут, и вдруг, глядь, череп коровий. Ух ты! Ну и башка! А знаешь что? Сунь-ка ты эту черепушку в мешок. Какой еще мешок? А на кой нам пес этот? Возьми, возьми. В хозяйстве-то все сгодится. Да на кой пес? Вот бы сенца клок. Было бы, конечно, лучше. Эх, баран! Ну вот, чуть что, так сразу баран. Но все-таки послушался козла баран. Взял череп и пошли они в лес. И зашли в такую чащу. А ночь-то похолодала, аж пар с носу валит. Холодает. Хвост у меня изяб. О! Вон, смотри-ка, огонек. Пойдем, может, погреемся. Вот он, ужин-то. Ну все, теперь нам крышка. Какая еще крышка? Тихо, тихо, стой. Здорово, ребята. Здравствуйте. Ну, вы чего тут расселись-то? Замерзли, что ли? Греемся. Ну, конечно, холодает. Это, что там у тебя в мешке-то? Давай-ка сюда. Надо ведь там студень сварить. Главная забота против холоду — это чтоб не околеть с голоду. Тащи, короче. Кого? Ну, чего ты там? Давай башку-то. Эту, волчью. Да большую выбирай. И чтоб студень-то вышел понаваристее. Да, это тут вот то, что вот. Да не та, там еще другая есть, позубастее. Это что ли? Эх, да ты и вправду, баран. Опять не та. Вон, в самом низу, которая лежит. Ну, ту доставай, пожирнее. Какую еще-то? Да ту, что последнюю-то срезали. Ушки-то, ушки. О, волчище.
в самый раз на студии. Сейчас заварим. Вот это да! Целый мешок постригли. Надо тягу давать. А что, ребята, нет ли у вас котелка какого или ведра недырявого? Есть у нас ведерко. Там оно под носинкой, под гнилой черемухой спрятано. Бегите за ведром! А я за ними пригляжу. Ну, и куда это мы так спешим? Ну, беда. Пришел к нам, но этот, как козел. А с ним баран, цельный мешок. Ну, чекалом настригли и убоялись. Вот дураки-то, козла испугались, да барана. Пошли-ка назад. Ужинать пора. Пришли уже почти. Сейчас разберемся. Ну давай. Ай, плясай его на дуба. Да на кой пес? Баран, давай же. Вот это поляна. Ну? И где этот козел? И где этот баран? Где? Не знаем. Только что вот прямо здесь и сидели. Фу, козел. Да, загадка. Придется гадать. Меня тут один кабанчик гадать научил. По желудям. Наберите ко мне, ребята, желудей. Я по этим желудям гадать стану. Где козел, а где баран? Желуди не соврут, все точно покажут. Упаду. Очень нет. Копыта устали. Держись, барашенька. видать, что от желудей. А вот же они навалом. Барашенька, держись. Медведя, держи. Волки ладно, плевать надо, медведя добыть. Медведя, держи. Мама! И на кой пес мы здесь сидим? Сенцабы. А давай срубим здесь избушку и будем в ней жить. Да. Давай. Так они, стало быть, и сделали. Построили избушку и жили в ней 100 лет и 3 года. А волки им на побегушках служили. А медведь на пасеку определился. Все к меду ближе. Вот такая вот история приключилась.
Жил когда-то в наших краях один нахальный лис. И вот собрался как-то этот самый лис курятинкой полакомиться. Где? Ай! Цыц! Уточки! Фу ты чё? Бежи! Фу. Эй, ты, как тебя это... Дрозд, ты что это делаешь? Как это шо? Гнездо строю. А я вот хвостом как махну, дерево срублю и твое гнездо того разрушу, если ты меня из этой ямы не вытащишь. Ой, не надо. Я сейчас. Эй, ты, этот, Дрозд, что делаешь? Как это шо? Гнездо строю. А зачем? Жениться хочу. Да? А я хвостом как махну, дерево срублю, гнездо разрушу, а твою дроздиху, извиняюсь, съем, если ты меня сейчас не накормишь. Ой, не надо. Я быстренько, подожди. Идем со мной. О, птичка покалеченная, отнесу-ка я тебя, родная, на рынок. Может, кто и купит детям на забавку. Ой, беда. Что ж я не успею, то хоть понадкусываю. Брысь, бисова душа. От тварюка, щоб тебе пусто було, ну щоб тебе подняло і гепнуло об землю, тварь ти така. Ой. Эй, Дрозд, что делаем? Шо-шо? Гнездо строю. О, а зачем? Как зачем? Жениться хочу. А зачем тебе жениться, а? Мне дроздиха яиц нанесет. Яиц, говоришь? А я хвостом как махну, дерево срублю, гнездо разрушу, все ваши яйца вдребезги разобью, а твою дроздиху слопаю, если ты меня сейчас не напоишь.
Ну что же, идем со мной. Ой. Эй, ты! Дрозд! Ну чего еще? Чё? Чё делаешь? Гнездо строю, жениться хочу. Дроздиха мне яиц нанесет. Из них птенцы вылупятся. Птенцы? Да если ты меня сейчас не рассмешишь как следует, я хвостом как махну, дерево срублю, а твое гнездо и твоих птенцов, и твою дроздиху, и твое дерево, и вообще все сожру. Вот. Ладно уж. Идем. Вот я тебе! Ой, да ты что, сдурел? Да птица вот! Да где? Вот сейчас я ее... Ой! Ты что, руку на батька? О, вот птица-то! Вот я ее! Вот я ее! Вот я ее! Ай, да вы что, батя? Не, да ты что? Ты чего не бачишь? Где моя голова? Да тю на вас! Да я сам на тебя тю! О, опять чертова птица на голове у вас! Сейчас! Дурень, вот же она! Вот я... Ай! Да вы что, батя? Ой, батя, ручку! Ой, батя, Рассмешил Дроздяра! Ой, я не могу, этот ему, а тот ему как даст поддых. Эй, Дрозд! Опять. Вот ты меня из ямы вытащил. Вытащил. И накормил. Накормил. И напоил. Напоил. И рассмешил. Рассмешил. А вот теперь напугай меня. А не то я... Да знаю. Никуда не уходи. Да что ж такое делается? Так это не страшно же? Сейчас. О! Ох, ё! Страшно. Страшно. Ой, страшно. Ой-ой, вот это страшно.
Достроил-таки дрозд свое гнездо, женился. У них с дроздихой 5 птенцов. Они все живы, здоровы и уже научились летать. А вот лис так и живет на том дереве. Кормится насекомыми. В общем-то, уже и попривык. Вот только птиц боится. Очень. И все грибники удивляются. Да чего же крупные белки водятся в наших лесах? Ай! Ай! Нічого не бачу, де моя голова? Та ви що, батя? Що? Ой, батя, батя, ой, батя, ручку! Брись! Ой! Где? Ау!